Шалом, друзья! Мы продолжаем наш цикл «10 секретов мудрости царя Соломона». Не всем, наверное, это известно, но в еврейском писании есть слова в оригинале, которые несут не только такой положительный моральный смысл, но есть слова, которые несут духовную угрозу. И вот одно из таких слов – «таава». Обычно это слово переводится в Священном Писании на русском языке как «мерзость». Интересно, что это слово встречается в книге «Притчи» 11 раз и всегда связано с тем, что вызывает у нас отвращение. Но и не только у нас. Это реакция Всевышнего на то, что может происходить в нашей жизни. Вот что скрывается за этим древнееврейским термином, мы поговорим с вами сегодня. Что такое мерзость на языке Писания и почему она так глубоко ранит сердце Бога? Итак, корень слова «таава» в древнееврейском языке может обозначать, как я уже сказал, отвращение, нечистоту, искажение пути. Это не просто эмоциональное неприятие, не просто, знаете, такое поверхностное выражение негативной эмоции. Это осуждение чего-то, что нарушает священный порядок, нарушает установленные границы, нарушает творческий замысел Творца, который он вложил, творя этот мир. То есть таава – это не просто плохо, это духовное извращение. Интересно, что с этим понятием слова таава связано влечение. То, что мы называем страстью или вожделением. И я сейчас хотел бы объяснить, потому что и положительный, и отрицательный смысл можно вложить в это слово. Иногда вот так бывает, одно и то же слово, одно и то же действие может быть приятным для плоти и отвратительным перед Богом. Вот такой дуализм показывает, как желание может стать, мое желание, которого я желаю, может стать мерзостью, если оно нарушает Божью волю. Давайте посмотрим это в контексте книги «Притчи». Что именно становится мерзостью для Бога с точки зрения Соломона? В притчах мы встречаем следующие тексты, их 11, где ясно указано, что мерзость перед Богом. Вот некоторые из них. Мерзость, ибо мерзость пред Господом развратный, а с праведными у него общение. Слово «развратный», «испорченный» или «искаженный» вот это то слово, которое лукавит, изворачивает или, другими словами, прячет сущность человека. Это слово звучит как луз, лживый, не дающий света. Помните, город такой был в Священном Писании? Противоположность ему – яшар, или прямой, честный человек, которому Бог открывает свои тайны. Еще один текст. Вот 6, что ненавидит Господь. Даже 7, что мерзость в душе его. Давайте считать. Глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, бегущие к злодейству, лжесвидетельство и тот, кто сеет раздоры между братьями. Вот эта поэтическая семерка показывает, что мерзость – это не просто поступки, а если мы проанализируем эти слова вместе, мы увидим, что это некое духовное извращение, поражающее наши глаза, язык, руки, сердце, ноги, все человеческое существо в целом. Поэтому Соломон называет это путь извращения справедливости. То есть, другими словами, мерзость – это когда нарушается Божий установленный порядок. И один из самых частых примеров – это нечестные весы. Такую аналогию, аллегорию приводит Соломон в книге «Притчи». «Неверные весы, — говорит он, — мерзость перед Господом, но правильный вес угоден Ему». Неодинаковые гири и меры – мерзость перед Богом. Это не просто экономическая несправедливость, это не просто, знаете, такой легкий обман. Это сознательное искажение истины, попытка нажиться на ближнем своем. Так появляется обман, сокрытие, лицемерие. Даже если ты обманул во благо, перед Богом это мерзость. Таава
может быть или может стать страстью, как искушением. Вот это слово «таава» переводится как вожделение, страсть, желание, наслаждение. Оно может быть нейтральным, как, например, дерево вожделенно для глаз, но часто становится деструктивным, когда ставит человека выше Бога. И Соломон говорит об этом: «Мерзость перед Господом, коварные сердцем, но непорочные, угодны Ему». И вот коварство здесь не просто злой умысел, а искривленное, извращенное желание. Желание, которое не направлено к жизни, а уводящее от нее. Это слово иногда используется в сексуальном контексте. В Писании «таава» и «тоева» одна буква звучит по-разному, часто пересекаются в темах именно сексуальных взаимоотношений. Именно в противопоставлении между ними мы видим вот эту разницу. Помните, Раав-блудница, Иша Зона, и другая женщина, Эшет Хайль, женщина добродетельная или добродетельная жена. Вот здесь слово «таава», не соединенное с заветом, не соединенное с Творцом, ведет не к жизни, а отнимает ее. Это про отношения, где близкая, интимная близость не дает жизни, а наоборот высасывает душу, как мы сегодня бы сказали, высасывает энергию. В чем же мы можем найти то, что благоугодно Богу? Если мерзость – это искажение, то что для нас может быть угодно для Бога? И это, конечно же, целостность. Жертва нечестивых – мерзость перед Господом, а молитва праведных благоугодна Ему. Следующий текст, который Соломон использует: «Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодна Ему». Или такой текст: «Мерзость помышления злых, но слова чистых приятны Ему». Вот этот контраст между внешним таким религиозным действием без внутренней истины и тем, кто говорит, чувствует, живет и поступает по правде. Что нам сегодня с вами делать? Слово «мерзость» звучит жестко, но это приглашение очиститься, вернуться к правде, выпрямить свой путь. Не те весы, которые дают нам возможность кого-то обмануть, но наши честные поступки взвешиваются на весах. Ты не гиря, но твое слово и дело либо весомо, либо обман. Ты не судья, но каждый день ты делаешь выбор: говорить правду или прикрыть ложь, соединяться с жизнью или страстью, которая уводит тебя с прямого пути. Вот что мы можем сказать, подытоживая эту тему. Таава может быть источником наслаждения, но без Божьих границ она становится тоева, мерзостью. И Бог, как справедливый, взвешивающий нас, ненавидит ложь, ненавидит обман, ненавидит несправедливость, ненавидит искаженную страсть. Но Он любит прямых, Он любит тех, кто стоит в истине, кто борется за правду и жаждет верности. Что сегодня в моей и в твоей жизни? Таава, ведущая к жизни, или таава, которая становится мерзостью? Пусть Бог даст нам мудрости различать и выбирать путь прямых. Я приглашаю вас к еще одному разговору, который будет на самую важную тему, которую, наверное, и переводить не надо. Это слово, которое использует Соломон, и оно звучит «шалом». Оставайтесь с нами, и в следующем выпуске мы поговорим об этом.